Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю просто необыкновенно вкусный торт «Сладкоежка». Торт, который нравится практически всем, готовится из очень доступных продуктов, готовится он очень быстро и просто, идеально подходит для новичков, для тех, кто хочет порадовать свою семью беспроигрышно вкусным и очень-очень доступным в приготовлении десертом. Итак, сначала приготовим бисквит. 340 грамм муки, добавляю туда 60 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя. Все это я просто перемешиваю. Сухую смесь всегда готовим заранее. 6 яиц среднего размера, обязательно щепотку соли добавляем, 16 грамм ванильного сахара, взбиваем просто до состояния пены и добавляю туда 280 грамм сахара. Все это взбиваю примерно около 3 минут. Сейчас я добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, дальше уже ничего не взбиваю. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь, обязательно просеиваем, иначе потом такие белые вкрапления будут очень некрасивые в тесте. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Перемешиваю просто миксером, ничего здесь не взбиваю, просто перемешиваю до однородности. Вливаю туда еще сейчас 100 мл крутого кипятка и сразу же все перемешиваю. Тесто достаточно такое жидковатое будет, но это нормально. Форма для выпечки у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Я застелила ее пекарской бумагой. Выпекать буду на среднем уровне при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 50-60 минут. Трудно сказать, это все будет зависеть от вашей именно духовки. У меня прошло около часа. Бисквит у меня испекся. Он очень пышный, такой воздушный, в то же время с идеальной просто текстурой. Дала ему остыть полностью в форме, и сразу же его уже можно нарезать. У него получаются идеально ровные коржи при нарезании. Он практически не требует пропитки, это только если вы уже любите очень влажные бисквиты, тогда следует его пропитывать. Вот такая вот текстура, без единой большой дырочки. Я очень рекомендую выпекать такой бисквит шоколадный. Бюджетный, посредством он получается и необыкновенно просто вкусный. Нарезаю его сейчас на 4 вот таких достаточно тонких коржа. Если вы новичок, у вас, возможно, получится только 3 коржа, но это не столь критично, тогда следует их все-таки пропитывать, эти коржи. Шапочка мне здесь не понадобится. Я собираю их, как правило, на кейк-попсы, эти шапочки. Вы можете просто эту шапочку измельчить и посыпать просто тортик сверху, если вы не захотите делать крем для украшения. Итак, делаю основной крем для начинки. 250 мл хорошо охлажденных сливок для взбивания, 16 грамм ванильного сахара, 60 грамм сахарной пудры, 250 грамм сыра маскарпоне и 300 грамм творожно-сливочного сыра. Все молочные продукты должны быть очень хорошо охлажденными. 16 грамм загустителя для сливок добавляю и взбиваю все это до устойчивых пиков. Крем получится великолепный, со вкусом такого сливочного дорогого мороженого. Крем очень вкусный получается. Сливки для взбивания у меня здесь 30% жирности. Если у вас 33% и выше, тогда вы можете здесь не использовать загуститель для сливок. Сразу же я начинаю собирать тортик. Нижний корж выкладываю тот, который у меня был верхом при выпекании. Вот так вот из кондитерского мешка я начинаю отсаживать крем. Крем я на весах поделила, чтобы ровные у меня были части. Уже сразу разложила в 3 одноразовых кондитерских мешка. Мне так удобнее работать. Если у вас нет кондитерских мешков, вы можете вместо кондитерских мешков использовать мешки для заморозки продуктов.
Сейчас очень аккуратно шпателем разравниваю. Сразу хочу здесь внимание обратить на пропитку. Если вы любите такие очень влажные торты, следует тогда эти коржи пропитывать. Так как я на ночь буду убирать в холодильник, они очень хорошо пропитаются от крема. Но если, еще раз повторяю, если вы любите уж очень влажные торты, следует пропитывать, потому что он не будет мокрым, этот торт. Он будет в меру пропитанный, такой очень вкусный. 400 грамм вареной сгущенки у меня здесь. Я визуально примерно на глаз на каждый корж выкладываю по 1/3 от этих 400 граммов. Очень аккуратно разравниваю лопаткой. Она прекрасно разравнивается, вареная сгущенка. Можно, конечно, варить карамель, но здесь я показываю очень быстрый вариант торта, который у всех получится. Не у всех получается карамель. Я вам ссылки оставлю в описании под видео, как сварить карамель. Очень много разных рецептов есть на моем канале. Вы же выбирайте сами, что вам туда добавлять. Но я делаю сегодня именно с вареной сгущенкой. Остатками крема я закрываю вот этот слой со сгущенкой. Разравниваю, он прекрасно разравнивается шпателем, лучше всего брать металлический шпатель для этого. И так я собираю таким образом весь тортик. Теперь на следующий корж я уже, соответственно, буду использовать вторую порцию крема. Здесь очень важный момент по бисквиту. Если вы, допустим, отпекли бисквит и положили его в пищевой пленке в холодильник или, допустим, на пару недель в морозилку, бисквит вот такой шоколадный именно по этой рецептуре, не на сливочном масле, а на растительном масле приготовленный, он будет, естественно, терять ароматность, какую-то свою текстуру, вот эту вот влажность. На это следует обратить внимание. Я в видео показываю именно сборку торта со свежайшим бисквитом, поэтому я его не пропитываю. Он у меня остыл, и я сразу же собираю с ним торт. Накрываю тем коржом, который был у нас дном при выпекании. Вот верхний корж, вот этот, который был дном, я обязательно пропитываю просто кипяченой водой. Можете молоком пропитывать. Сейчас я, накрыв это все пищевой пленкой, убираю все это в холодильник на ночь. Торт очень хорошо пропитается, будет необыкновенно просто вкусным. Хотя бы часа на 4 нужно убирать, чтобы он уже пропитался. Но я уберу на ночь в этот раз. И сразу же приготовлю, когда уже он у меня полностью стабилизировался, очень быстрый крем для покрытия. 250 грамм размягченного сливочного масла. Добавляю туда вот так вот порциями 250 грамм сгущенки, обычного сгущенного молока с сахаром. Все это взбиваю просто до объединения и до устойчивых пиков. Крем хорошо взобьется, он очень хорошо держит форму, он также держит форму самого торта, и из него можно отсаживать любые украшения. Сейчас я просеиваю туда 2 столовые ложки какао-порошка и взбиваю опять же до объединения какао и крема. И получится у нас шоколадный масляный крем, очень-очень быстрый. И этот торт идеально подходит для новичков, для тех, кто хочет порадовать свою семью. И в то же время торт беспроигрышно вкусный. Торт, который нравится абсолютно всем. Если он кому-то кажется сладковатым, можно с ним просто рядом подавать свежие ягоды. Кислые, допустим, такие как малину, вишню, клубника тоже очень хорошо сочетается. И у вас будет прекрасный десерт. Но вообще подавляющее большинство любит этот торт, естественно, в том виде, в котором я его показываю, без всяких ягод. Это вкус действительно любимый практически всеми. Сейчас вот такими столбиками наношу крем из кондитерского мешка также для покрытия масляный шоколадный крем. Буквально тонкий слой будет. Так я делаю, чтобы удобнее было распределять его по боковинам торта. Немного крема у меня здесь остается, наношу его наверх торта. И все это просто разравниваю. На самом деле крема здесь немного. То есть кто боится, что здесь много масляного крема, его будет абсолютно немного. Тоненький, буквально 2, максимум 3 мм слой крема будет. В таких многослойных тортах я настоятельно советую все-таки взвешивать все начинки. Тем более, если вы новичок, то лучше всего это сразу разложить в разные кондитерские мешки и сразу же отвесить все это на весах. Вот так вот делаю шпателем такой незатейливый рисунок по боковинам тортика. И из насадки 2D делаю вот такое украшение в виде завитков. Можете этого всего не делать. Можете вообще просто посыпать этот тортик, измельчив шапочку от бисквита вот этой шапочкой. Я посыпаю здесь сверху фигурными такими украшениями из молочного шоколада. Они у меня покупные. И тортик мой уже готов.
Нарезается он прекрасно обычным сухим большим ножом. То есть он у меня не влажный, этот нож, и не горячий. Торт нарезается даже на очень мелкие порции. Он идеально нарезается на нарезные пирожные. Его можно также подавать как нарезные пирожные. Этот торт получается действительно бомбически вкусным. Вроде все элементарно просто, но в итоге вкус получается такой, что нравится абсолютно всем. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.